Система контроля давления в шинах или система повреждения шин следит за давлением во всех 4 колесах в процессе движения автомобиля. При падении давления в одной из нескольких шин загорается индикатор на панели приборов, который информирует о том, что давление в шинах заметно падает. Нормы давления воздуха в шинах приведены в табличке, закрепленной в торце двери водителя и указаны при нормальной температуре для шин, рекомендованных фирмой BMW. У меня колеса в 20 размере, передние колеса качают 2,2 бара, задние 2,3 бара. При полной загрузке автомобиля спереди качают 2,3 бара, сзади 2,4 бара. Для того, чтобы система RDC могла запомнить правильное значение давления, необходимо проверить давление воздуха в шинах всех колес по прибору, манометру, и сравнить их с табличным значением, и при необходимости откорректировать его. Теперь можно включить систему RDC. Включение системы необходимо проводить в следующем порядке. Проверить и откорректировать давление в шинах. Повернуть ключ зажигания в положение 2. Запустить двигатель. С места не двигаться. Нажать на клавишу и держать ее нажатой до тех пор, пока на панели приборов несколько секунд не загорится индикатор системы желтым цветом. Начать движение. Отпустить клавишу. Спустя несколько минут после начала движения система запомнит показания давления в шинах и примет его за программное значение. Если проведена корректировка давления в шинах, то необходимо повторить процедуру его запоминания системой, а так система включается автоматически при установке ключа зажигания в положение 2, и система в процессе движения всегда находится в рабочем состоянии. При падении давления в одной или нескольких шинах загорается желтый индикатор на панели приборов и появляется на дисплее системы автоматической диагностики сообщение «Проверить давление в шинах». Иногда требование проверить давление появляется уже вскоре после того, как оно было откорректировано. Это означает, что при корректировке давления шины были перекачаны или недокачаны. Необходимо проверить давление еще раз, довести его до нормы и снова включить систему нажатием на кнопку. При повреждении шины загорается желтый индикатор на панели приборов. Появляется на дисплее системы автоматической диагностики сообщение «Повреждение шины» и раздается звуковой сигнал. При таких обстоятельствах необходимо убрать ногу с педали, если позволяет дорожная обстановка, не пользоваться педалью тормоза вообще или пользоваться крайне осторожно. Припарковать автомобиль, избегая резких движений рулевым колесом. Заменить поврежденное колесо. Важно помнить, что система может использовать помехи от других систем и приборов, работающих на ее частоте. Во время помех загорается желтый индикатор на панели приборов и появляется на дисплее системы автоматической диагностики сообщение «Контроль давления в шинах отсутствует». Аналогичная информация поступает при неполадках в системе, если в одном из колес нет блока системы RDC, если в автомобиле находятся другие колеса с блоком управления RDC, не считая запасного колеса. После применения на колесах нестандартных блоков системы RDC обмен информацией на другой частоте. Запоминание новых идентификационных номеров длится несколько минут. Только после этого система способна реагировать на падение давления в шинах и оповещать о нем. Надеюсь, видео будет полезным. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.